Сиреникс. Трансформация Винкс для подводной миссии. Древнее превращение, которое позволяет феям открывать портал в бесконечный океан. Такой желанный, такой опасный. Сиреникс стал одной из основных целей Винкс в 5-м сезоне, хоть он и оказался причиной того, что Дафна была превращена в нимфу-хранительницу. Сиреникс — это, пожалуй, наиболее коммерчески успешное превращение, где его только не лепили, в огромных количествах, различных формах и стилях. И на пальцах двух рук не сосчитать, сколько выступлений девушек в костюмах феи Сиреникса увидел народ Винкса фандоме. Но все же есть в этом превращении что-то. Красивые костюмы с блестящими, словно чешуя, корсетами, песня трансформации, которая до сих пор качает не по-детски, и, конечно же, фишка со сменой цвета волос фей под водой. И когда впервые появилась информация о том, что в 8-м сезоне мы увидим старые превращения, сомнений не было. Среди них точно должен быть Сиреникс. Так давайте же вместе посмотрим на то, как изменилась трансформация и какие новые варианты превращения предложили нам авторы в новом сезоне. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает добро пожаловать на мой канал. Мне было очень приятно увидеть, что предыдущее видео со сравнением старого и нового Энчантикса вы приняли очень тепло, поэтому вам в подарок за актив я дарю это видео со сравнением старого и нового Сиреникса соответственно. Ну и заодно, конечно же, посмотрим на кристальный Сиреникс. Если до сих пор не знаете, что это, не беспокойтесь, я обо всем расскажу. Давайте сперва посмотрим в целом на то, как выглядит команда Винкс в старом Сирениксе и как она выглядит в новых Сирениксах. Честно сказать, большой какой-то прям разницы нет. Конечно же, сильно бросается в глаза разница в рисовке. Лично я не фанат новой рисовки, но очень сильно заметно, что в целом цветовая гамма в новом Сирениксе стала какой-то более однообразной. Не знаю, по моим ощущениям, как будто бы все стало каким-то более плоским, что ли. Как по мне, перестает прослеживаться идентификация феи по цвету. Там, например, Текно фиолетовый, Муза красный и так далее. В общем, вы сами знаете. В новом Сирениксе я как-то этого не вижу. Да, у них есть какие-то определенные детали, элементы, которые имеют их характерный цвет, но в целом, когда смотришь на феи Сиреникса в новом 8-м сезоне, появляется какое-то ощущение, как будто бы ты просто на какой-то прудик смотришь. Очень много голубого. Вот я смотрю на картинку Сиреникса из 5-го сезона, и я прям вижу четко каждую фею по отдельности. На картинке из 8-го сезона уже чуть сложнее идентифицировать, где какая фея. Не могу сказать, что это прям конкретно как-то плохо, я просто подмечаю некоторые различия. И в любом случае, то, как вышел в результате Сиреникс в 8-м сезоне, намного лучше, чем то, как его изначально хотели сделать. А изначально его хотели сделать так, что все феи будут в одинаковых цветах. И это, конечно, катастрофа, с учетом того, что в Сирениксе у всех одинаковые крылья. Если они будут еще и с одинаковыми крыльями одинаковых цветов, то это вообще типа... Чё, зачем? Так что радуемся малому, и слава богу, что у девочек оставили хоть немножечко их характерных цветов. Каждый раз, когда я смотрю на Сиреникс, я вижу какое-то однообразие. После шикарного Энчантикса, после разнообразного Беливикса, после невероятно нежного, красивого Гармоникса, смотреть на Сиреникс, тем более как на превращение, которое считается древним и супер могущественным, мне как-то, не знаю, сложновато. Вот лично я по внешнему виду этого превращения не могу сказать, что оно какое-то прям невероятно бомбическое и вообще взрыв башки. Я думаю, многие из вас видели ранние концепты Сиреникса, и, если честно, они мне намного больше нравятся. Доступны не все феи в этом превращении, в этом первоначальном дизайне, но то, что мы видим, мне нравится намного-намного больше. И, как я понимаю, позже авторы вдохновлялись этими концептами при создании Гармоникса. Возможно, многим покажется, что первая версия Сиреникса выглядит так немножечко messy, немножечко так неаккуратно, как-то потрепанно, но я думаю, что в этом есть что-то. Они действительно похожи на сирен. Сирена — это как бы слово, от которого, в принципе, Сирениксы происходит, и было бы очень-очень логично сделать Винкс действительно как такими феи-русалочками. Вещь, которая мне очень сильно нравится в Сирениксе 5-го сезона, это их обувь. Мало того, что они идут как бы монолитом вместе с их леггинсами, это еще и такая фишка, которая называется heelless heel. Туфли, но при этом они без каблуков. И выглядит это реально очень-очень классно и очень стильно. Мне это очень нравится, и слава богу, это они оставили в 8-м сезоне. Винкс там также ходит будто бы на каблуках, но при этом без каблуков. Еще одна хорошая новость состоит в том, что в Сирениксе 8-го сезона использовали те же самые крылья, что и в Сирениксе 5-го сезона. Немножечко, конечно, режет глаз, видно, что рисовка разная, рисовка очень сильно изменилась, но лично меня это не сильно коробит, и мне даже нравится, что они решили оставить эту деталь
прежней. Еще заметила, что леггинсы изменились. Раньше леггинсы у каждой девочки были своего дизайна, со своим рисунком, со своими цветами. Цвета и вроде подбор цветов более-менее остался, а вот рисунок везде у всех одинаковый. Это что-то вроде такие водоросли, видимо. Что же такое кристальный сиреникс? Можно сказать, что это просто зимняя версия основного сиреникса. Винкс внезапно превратились в нее, когда у них была миссия на Даймонде, родной планете Айси. Там было экстремально холодно, и поэтому их сиреникс эволюционировал и стал кристальным сирениксом. Для меня кристальный сиреникс — это будто дитя, порожденное при скрещении сиреникса и лавикса, или любовикса, как кому удобно. Я обожаю лавикс, это превращение 4-го сезона, которое они использовали всего лишь один раз, но оно такое красивое, такое эстетичное. Мне очень нравится, что этот зимний стиль они принесли и в 8-й сезон, так что я большая фанатка кристального сиреникса наравне и с любовиксом. В этом превращении у девочек, в принципе, осталась концепция сиреникса, у них сверху корсеты, снизу леггинсы, сзади крылья. Немножечко поменялся дизайн, появились то ли рукава, то ли перчатки, появился мех в отделке и появился что-то вроде шлейф, что ли. А также на их головах появляется корона в виде полярных звезд. И давайте перейдем уже конкретно к феям. Первая у нас, конечно же, Блумочка. Что мы тут видим? Мы видим, что прическа у нее, в принципе, осталась такая же. Заметно поменялся, кстати, цвет волос. Но это часто происходит в последних сезонах, так что тут ничего удивительного. При этом остались контрастные прядки. Раньше, правда, у нее были прям такие фиолетовые, теперь не розоватые, но в целом окей. А вот аксессуар заметно изменился. Если раньше у нее в волосах был красивый голубой коралл, то теперь там цветочек. Блин, опять цветок. В полярном сирениксе у нее, соответственно, корона, и никаких других у нее аксессуаров там нет. Далее, корсет. Кстати, раньше он был намного так короче, теперь это прям полноценное платье. И если раньше он был довольно однотонным, просто таким голубым, с небольшими розовыми вставками, то теперь это прям пестрее. И мало того, что он стал очень пестрым, так там еще и добавилось дофигища деталей. Теперь у нее полностью корсет состоит из множества ракушек различных цветов. Так в целом это выглядит даже забавно. Не знаю, вроде ничего, вроде не так уж и плохо, окей. Поехали дальше. Кристальный сирень, кстати, немножечко ближе к оригиналу. Тут корсет просто голубой, и на нем множество красивых таких блестящих снежинок. Ну и по нижнему краю корсета проходит мех, который, конечно, максимально нелогичен под водой. Зачем под водой мех? Как он спасет их? Мне кажется, они только утонут с этим мехом там. Дальше посмотрим на леггинсы. Вот у меня есть такой крутой кадр. Тут Блум прям с вертушки, прям в камеру ножку бросает. И как я уже сказала, у всех леггинсы очень сильно упростились в 8-м сезоне. Дизайн упростился, и теперь они, в принципе, одинаковые, различные только цвета. Ну и тут, как бы сказать, особо нечего. Ну, голубые леггинсы с фиолетовыми вставками, ну и голубые леггинсы с фиолетовыми вставками, окей. В кристальном сирениксе мне очень нравится, что они решили сделать леггинсы с узорами, как будто бы это чешуя, и у каждой феи разного просто цвета леггинсы. Прикольная отсылочка к тому, что они все-таки вроде как под водой, и вроде как эта сила довольно сильно связана по эстетике с русалочками, и таким образом получается, как будто бы у них действительно ноги покрыты чешуей. Ну, как мне кажется, очень прикольно выглядит. Раньше у Блум при вращении сиреникса появлялись ленточки на руках, теперь у нее прям там россыпь красивых бисеринок, бусинок, всего только чего захотите. Это немножечко делает какую-то, знаете, отсылку, мне кажется, к Дримиксу. Мне очень нравится, кстати, эстетика Дримикса, и мне нравится, что здесь они продолжили эту тему и сделали у каждой феи какие-то свои элементы, как будто бы сплетенные из бисера. Ну а в кристальном сирениксе у Блум появляются то ли рукава, то ли перчатки розового цвета, но тоже вполне симпатичные в стиле. Даже не знаю, что в результате здесь сказать, потому что как-то 50-50 получается. Вроде и симпатично, но если сравнивать, то воспринимаешь его уже не как какое-то серьезное такое древнее превращение, за которое Винкс там боролись полсезона, а как какую-то такую трансформацию, которая такая раз, ой, получили. Так что новому сирениксу Блум я ставлю плюс-минус, а кристальному сирениксу я ставлю плюс, потому что он все-таки симпатичный. Муза, фея музыки. Что же у нее случилось? У нее, в принципе, случилось не так уж и много, но все равно есть что обсудить. Волосы остались примерно в такой же прическе, это радует. Контрастные прядки тоже остались, но они, кстати, стали немножечко ярче по сравнению с тем, какими они были в 5-м сезоне. И вот этот аксессуар вокруг ее хвостика, он остался на месте, а вот цветочек куда-то делся. Куда дели цветочек? В 5-м сезоне Муза так динамично перевоплощается в сиреникс. Боже мой, господи, куда ты улетела? Подожди, вернись. А, вот, все в порядке. Дальше мы видим ее корсет.
Если раньше это был красивый блестящий красный корсет с такой красивой вставкой на животике, то теперь это прям феерия перьев. Я на Музу смотрю или на Киркорова, я не понимаю. И это вроде не так уж и ужасно смотрится, но к чему все эти перья? Боже мой, серьезно, ты на эстраду российскую, что ли, собралась, Муза? Не надо. В кристальном сирениксе ее корсет стал безрукавкой, как у нас это называют. И еще я заметила, что те элементы, которые у нее есть на ее топике, немножечко напоминают вот эти элементы, которые в «Холодном сердце 2» символизируют 4 стихии. Мне вообще очень сильно нравится, когда Музе рисует именно бордовый цвет, а не просто красный. И как раз в «Кристальном сирениксе» они это сделали, и ее шлейф выглядит просто потрясающе. Несмотря на то, что я не очень одобряю эту тему с мехом под водой, как-то, мне кажется, нелогично. Не очень удобно передвигаться в меховой одежде под водой. Мне все-таки он очень нравится у Музы, и за кристальный сиреникс Музы я ставлю плюсик, а за новый сиреникс... Нет, пожалуй, минус. Ну, слишком пестро. Нет, Муза, и, пожалуйста, без перьев. Нет, Текна, любимая. К сожалению, сейчас я ее буду критиковать, потому что ее новый сиреникс мне тоже не очень понравился. Давайте по порядку. Ее новая прическа, в принципе, не сильно отличается, как раньше у нее был такой ежик немножечко растрепанный, так и сейчас. Но если раньше у нее были контрастные прядки фиолетового цвета, то теперь они просто более светлого розового цвета. В сирениксе 5-го сезона мне очень сильно нравился этот аксессуар в ее волосах, что-то вроде жемчужин с морскими водорослями. В 8-м сезоне решили все настолько упростить, что у нее остались просто 3 бусины, которые вообще ни к селу, ни к городу. Если Блум показала нам свой коронный удар ногой с вертушки, то Текна демонстрирует нам свои навыки в карате. Боже мой, какие девчули были боевыми в 5-м сезоне. Корсет, конечно, очень сильно изменился, и если раньше в 5-м сезоне это была вполне себе такая лаконичная вещь в лаконичном дизайне, то теперь это даже на Черкизоне, мне кажется, не продавали бы. Цвета-то красивые, но сам по себе дизайн в целом выглядит просто максимально неуместно, и в дизайне превращения Текны, феи-технологий, я это совершенно не вижу, к сожалению. С корсетом в кристальном сирениксе не так все плохо, в принципе, нормально выглядит. Несмотря на то, что я все-таки предпочитаю сочетание фиолетового корсета и зеленых леггинс, как это было в 5-м сезоне. Здесь они все сделали наоборот, но окей, ладно, в целом неплохо выглядит, не буду придираться лишний раз. И как и в ситуации Блум, на руках у Текны теперь появляются не ленты, а какие-то аксессуары из бусин, из бисера. В кристальном сирениксе, кстати, опять же, появляются то ли рукава, то ли перчатки, сама не знаю что. Кстати, в кристальном сирениксе на плечах появляются такие, типа, детали какие-то в тему каждой феи, и примерно такие же детали появляются у них и в новом Энчантиксе. Я об этом не стала говорить, потому что мне нечего было сказать, но забавный факт, что они теперь начали дополнительно украшать их руки. Мне, кстати, эта деталь нравится. И, в общем и в целом мы видим какую-то, не знаю, морскую капусту. Я не знаю, какую еще аналогию здесь провести, потому что единственная вещь, которая мне нравится в новом сирениксе Текны, это ее крылья. А это та вещь, которая как бы не менялась, по сути. Так что, увы, новый сиреникс Текны минус, а кристальный сиреникс, пожалуй, поставлю плюс-минус. Лаура, что же у тебя изменилось? Сразу хочу отметить ее прическу. Она, кстати, почти не изменилась. Контрастные прядки появились, только такого розового приятного цвета. И прическа Флоры в сирениксе мне всегда напоминала прическу героини из фильмов Барби. Конкретно примерно такая же прическа была у Розеллы из «Принцессы острова». Еще помню, что примерно такой же стиль был у главной героини из «12 танцующих принцесс». Для меня просто это ощущается прям очень ностальгично, и мне нравится, в общем, такая причесочка. Но очень жаль, что в новом сирениксе у Флоры в волосах больше нет цветочков, как-то очень грустно, очень жаль. Все-таки фея цветов, фея природы, было бы логично, если бы ей оставили эту деталь. Также цветы пропали и в других элементах ее костюма, например, на руках у нее должны были быть ленты, которые оканчиваются на кистях такими красивыми розами. Увы, в новом сирениксе их также нет. Там, опять же, появились какие-то бусины. Симпатично выглядят, но, блин, где цветы? В кристальном сирениксе, кстати, не появились тоже эти цветы на руках, но зато появилась новая деталь на шее, что-то вроде чокера. И я думаю, что это своего рода отсылка к первому превращению Флоры, такой своеобразный кристальный замороженный цветок. Вот что я хочу сказать, так это то, что топик, то есть корсет ее, сильно особо прям не изменился. В принципе, можно проследить какую-то закономерность в расположении цветов в новом сирениксе. И все вроде не так уж и плохо, но голубой цвет
в этом сочетании розового и зеленого какой-то все-таки лишний. Вот как по мне, его не надо было сюда добавлять. На фоне этого вырвиглазного нового Сиреникса, конечно, кристальный Сиреникс выглядит очень нейтральным, очень каким-то спокойным. И мне нравится, что у Флоры теперь не только розовый цвет в ее гамме, но еще и такой лиловый. И ей это очень идет. Про леггинсы, я думаю, уже нет особого смысла говорить. Да, другой дизайн. При этом у Флоры, в принципе, не такие большие потери. И изначально у нее были просто какие-то завиточки. И здесь у нее тоже завиточки, просто более однотонные, чем раньше. В результате я скажу, что новый Сиреникс Флоры не так уж и плох, плюс-минус, хотя вырвиглазность все-таки я бы убрала и вернула бы ей, цветы законные. А вот кристальный Сиреникс Флоры получает от меня плюсик, очень красивый лиловый цвет, и вообще вся эта эстетика ей очень к лицу. Сияющая звездочка Стелла осталась при своих звездах в волосах, наконец-то мы видим того персонажа, у которого аксессуары в волосах остались на месте. Прическа не сильно изменилась, это тоже хорошая новость, но при этом контрастная прядка из фиолетовой стала розовой. И вроде как все довольно гармонично смотрится, и по логике тоже все гармонично. Типа у нас есть Барби, которая блондинка и постоянно ходит в розовом, но у Стеллы я все-таки привыкла видеть фиолетовый как контрастный цвет, и это мне, пожалуй, не очень нравится. Все-таки контрастная фиолетовая прядка была больше в тему. Но при этом фиолетовый у нее в большом количестве теперь присутствует в новом Сирениксе на корсете. И это уже какие-то не ракушки, а бира. Что это? Нет, наверное, все-таки это ракушки, но они какие-то не очень ракушечки. Стелла у нас тоже очень боевая, показывает нам кулаки здесь. О, какая злая. Неожиданные они такие эксперименты нам подбрасывают. В общем, полностью оранжевый корсет Стеллы с небольшими фиолетовыми вставками превратился полностью в фиолетовый, немножечко разноцветный такой корсет. И только в кристальном Сирениксе он остался оранжевым. Необычно, конечно, видеть ее в таком цвете. Да, это не новость. Мы и раньше видели Стеллу в неоранжевых превращениях. Например, тот же Анирикс у нее был вообще голубым. Но когда мы видим старое превращение просто в новом исполнении, это, конечно, немножечко необычно и непривычно. Вот в плане леггинс, пожалуй, Стелле больше всех повезло, потому что изменения тут были минимальные, как по дизайну, так и по цветам. В кристальном Сирениксе, кстати, у нее, похоже, желтые леггинсы. Прикольно, прикольно. Кстати, мне кажется, что эта корона кристального Сиреникса как никому другому подходит Стелле и немножечко чем-то напоминает мне ее корону из Энчантикса 3-го сезона и ее аксессуары в волосах из 4-го сезона Беливикса. Все-таки очень необычно ее именно такое видеть, но эти цвета ей все-таки подходят, и мне кажется, здесь эксперимент удался. Так что новый Сиреникс Стеллы получает плюсик, и кристальный Сиреникс Стеллы тоже получает плюсик. Браво! Лейла, боже мой, я в полном восторге от ее Сиреникса как в 5-м сезоне, так и в 8-м. Это, конечно, логично, потому что она вроде как фея волн, фея воды, хотя изначально она была феей Морфикса. Сразу видно, что ее прическа почти не изменилась, и даже аксессуар на ее хвостике почти на 100% такой же. А вот что изменилось, так это ее корсет. И там такое изменение, ребят, такое. С разбегу я бы даже не узнала ее корсет, если бы я увидела его где-то отдельно, а не на ней. Я даже не знаю, как описать этот узор на ее корсете новом, но мне очень нравится, что здесь есть такой, знаете, вайб восточного стиля, такая вот эстетика восточных стран. Я, возможно, кого-то обижу, но я с самого начала считала, что Лейла, или как в оригинале Аиша, восточная девушка. Это увлечение танцами, ее взгляды на многие вещи, традиционные, очень древние такие устои в ее семье, всегда для меня были намеком на то, что она такая своего рода восточная девушка. И здесь как раз в этом новом Сирениксе я вижу как раз что-то в этом ключе, особенно в ее новых аксессуарах. Леггинсы, конечно, совершенно другие, но при этом они выглядят как-то на ней спортивно и тоже оказываются довольно в тему. В кристальном, кстати, Сирениксе верх у нее фиолетовый, а низ леггинсы у нее прям изумрудные. Это так красиво выглядит, прям настоящая русалочка. Вы, кстати, заметили, что трансформации Сиреникса все такие боевые, кроме Лейлы? Это так странно. Ну просто посмотрите на эти аксессуары, просто нереальная красота, мне очень нравится, прям... Вау! Я думаю, по моим восхищенным восклицаниям вы уже поняли, что здесь будет однозначно плюс, так что новый Сиреникс Лейлы плюс и кристальный Сиреникс Лейлы тоже плюс. Да, вот так у нас получилось в этом видео, в этот раз как-то слишком спокойно по сравнению с Энчантиксом. Но знаете, в чем здесь может быть причина такого спокойствия? В том, что это уже не полное такое переосмысление старого превращения, а это просто стилизация под новые рамки. Лейла та же очень круто выглядит в своем новом Сирениксе, и здесь вообще даже нет вопросов. Хотя, конечно,
конечно, Текну и Музу здесь вообще не пощадили, и если в предыдущий раз у Музы и Текны было все не так плохо, то в этот раз все очень плохо. Имхо. По моим ощущениям, новый Сиреникс привнес разнообразие, и во многих случаях какие-то нововведения, новые детали, новые цвета были все же в тему. А Кристальный Сиреникс, несмотря на его бессмысленность в плане функционала, выглядит просто божественно, и это очень милая такая ностальгичная отсылка к 4-му сезону Любовиксу. Ну что же, теперь настало время вам поделиться своим мнением, обязательно оставляйте его в комментариях, обсуждайте вместе, я тоже буду присоединяться к вашим дискуссиям. Заодно напишите, нравятся ли вам вообще такие видео, где я что-то с чем-то сравниваю, и если да, то что бы мне еще такого сравнить в следующем видео. Ну а в остальном подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить, ставьте лайк, если понравилось, или дизлайк, если не очень. Ну а я оставляю вас с интереснейшими видео с моего канала, которые я очень рекомендую вам посмотреть. Кстати, вы видели новых кукол Винкс по 8-му сезону в Энчантиксе? Как вам? Знаете, что меня больше всего в них бесит? Гребаные цветочки!